цифровые валюты и электронная музыка. Есть у вас такая история? Да. Ну, а утром вот такое, по-быстренькому что-нибудь. Я обожаю глазунью. Дидье, я хочу от тебя детей. Fuck you, Марани! Всем привет! Это Гагарин Шоу, 12-й выпуск, если вы понимаете, о чем я. Сегодня мы снова с моим коллегой Глебом расскажем вам самые актуальные новости мира криптовалют и финансов прошедшей недели. А также я хочу отметить немаловажный факт. У истоков каждой инновационной отрасли стоит человек. И если у истоков криптовалютной отрасли стоял небезызвестный Сатоши Накамото, то сегодня в нашей студии, а вы сами прекрасно понимаете, что Сатоши мы по техническим причинам позвать не смогли, то сегодня мы позвали человека, который стоял у истоков электронной музыки. Человек, которому пришлось перебороть все возможные преграды на пути становления направления электронной музыки. Это Дидье Маруани. Привет. 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 Пару интересных моментов, так как наши зрители, скорее всего, это миллениалы, которые не совсем понимают, в чем же достижение Дидье. Я вам дам маленькую справочку. Это, кстати, наш режиссер, скорее всего, не в курсе. Не в курсе. Не в курсе. Наш режиссер не в курсе. Дидье – это легенда. Это человек, который, в принципе, задал темп и ритм в направлении электронной музыки. Это человек, который вместе с группой Space на протяжении определенного периода времени даже не мог давать концерты в офлайне, по причине того, что не было таких музыкальных инструментов, которые бы позволили бы ему это делать. И как только появился такой музыкальный инструмент, Дидье на весь мир, собирая невероятные стадионы, сотни тысяч людей, фанаток, которые бросали вот так вот трусы на сцену, кричали: «Дидье, я хочу от тебя детей». Дидье – это легенда. Я в детстве даже предположить не мог, что когда-то настанет такой день, когда Дидье будет сидеть рядом с нами. Это просто какая-то фантастика. Моя мама фанатка Дидье. Я, знаете, что хочу сказать? Мы сегодня за обедом с Дидье обсуждали ситуацию, происходящую с современной молодежью. Я бы хотел, чтобы качественная музыка и вкус к музыке продолжал развиваться и дальше, чтобы и следующие поколения тоже впитывали это качество, этот звук, эту музыку, эту мелодию. И на основе того, что они слышат, двигались дальше, понимая, что есть фундаментальные крутые вещи, которые создают такие легенды, как Дидье. Дидье. Да. Да. Независимо от того, что границы закрыты, независимо ни от каких преград, вы сегодня с нами. Спасибо, что выделили время посетить наш славный город Харьков. Пролететь полмира. Полмира, да. И поучаствовать в нашем замечательном шоу. C'est toujours une merveille pour moi parce que, comme vous l'avez dit, je viens dans ce pays depuis 1983. Мне каждый раз очень приятно. Vous étiez pas né. Я приезжаю сюда с 1983 года, когда был СССР. И за эти 43 года у меня сложились дружеские отношения с огромным количеством людей. С россиянами, с украинцами, с людьми разных национальностей. Половину своей жизни я провел тут, и когда мне предложили участвовать в Гагарин Шоу, я подумал: Гагарин, космос, Space, почему бы и нет, и согласился. Cool. Мы с вами говорим сейчас, вы задаетесь вопросом, да, почему сегодня с нами Дидье. А Дидье нам сегодня, в свою очередь, задал вопрос: а почему вы Гагарин?
И Вот. почему вы меня позвали? И вообще? почему вы меня позвали? Да, вот Дидье назвали. Почему вы меня позвали? Вот. И, собственно говоря, вы все прекрасно знаете, что одним из ключевых тезисов, да, в принципе, криптовалютной индустрии является, да, так называемый термин «to the moon». Вот. И, собственно говоря, мы, размышляя на тему вот того самого «to the moon» и того самого космоса, такой брейнштормили немножечко и пришли к умозаключению, что, наверное, ключевая аудитория нашего вещания — это страны постсоветского пространства. Вот. И, наверное же, ну не наверное, абсолютно точно, ключевой фигурой, да, с которой мы олицетворяем, собственно говоря, космос и тот самый «to the moon», это Гагарин непосредственно. Вот. И для нас это на самом деле большая гордость, что мы, собственно говоря, родились в той стране, которая запустила в космос ракету вместе с Юрием. И, собственно говоря, смотрите, какая закономерность прямая. Цифровые валюты, электронная музыка. И вот как я сегодня, собственно говоря, начал наш выпуск с чего? С того, что Сатоши Накамото, который основал цифровые валюты, электронные деньги, он, собственно говоря, временно отсутствует. Неизвестен. Неизвестен, да. Мы не знаем, кто скрывается за маской. Но у нас есть человек, который основал электронную музыку. И вот эти два электронные направления, собственно говоря, мы сегодня попытаемся связать. Мы сегодня узнаем более взрослое поколение людей, которые были новаторами, которые разрывали пространство своим невероятным внутренним видением. Что они на сегодняшний день знают о криптовалютах? Какое отношение имеют? Как относятся вообще в принципе? Вот нам сегодня Дидье нет-нет, да и расскажет. И хотелось бы, конечно, вначале узнать какую-то биографию, какие-то интересные факты из жизни Дидье. А Пару потом вопросиков. Пару вопросиков, Пару вопросиков. да. Дидье, вы не против, если будет пару вопросиков? Non, bien sûr. Ну, конечно, нет. Я всегда за. Для этого я здесь и нахожусь, во всяком случае. Попробую ответить на все. Ну, зададим, наверное, тогда первый самый распространенный вопрос. Как вы начали заниматься музыкой? Un jour, j'avais 5 ans. Мне было 5 лет, я жил в Монако. Однажды я сказал отцу: «Папа, я хочу учить музыку». Папа сказал: «Если хочешь учить музыку, пожалуйста, я тебе найду преподавателя». И мне нашли преподавателя, который особо не играл на фортепиано, он предпочитал скрипку. Il a convoqué mon papa et lui a dit: sois gentil, prends-lui un professeur, il va trop vite, il faut un vrai professeur de piano. Et voilà, j'ai commencé. Et il m'a dit: si tu veux apprendre la В течение какого-то времени он сказал моему отцу: «Найди хорошего преподавателя, потому что он делает большой прогресс». musique classique, quoi. И именно благодаря этому я начал писать песни сам. Petit à petit, j'ai commencé à composer des chansons. Но вы, соответственно, скорее всего, ходили по двору, будучи маленьким Дидье, напевали песенки, да? Oui, oui, маленький Дидье was... Singer and dancer. Non, vous savez, un compositeur... Композитор может работать и за компьютером, и за синтезатором. Я могу гулять и не знаю, как это происходит. Из космоса нам присылают эту музыку. Главное быстро ее схватить, чтобы она не ушла другому композитору. Скажите, а когда у вас уже был первый такой как концерт, вот, где была большая публика, и вы уже так выступали как маленькая звезда или уже большая звезда? 1983, en URSS, 21 concerts. Это был 83-й год, турне в СССР, 21 концерт, 8 в Олимпийском, 6 концертов в Ленинграде, 6 концертов в Киеве во Дворце спорта. В 83-м. Да. В 83-м. 1983. Et on a fait... В общей сложности за 21 концерт нас посмотрело более 600 тысяч зрителей. Это невероятно круто. На сцену я прилетал откуда-то из космоса. На мне был скафандр, вокруг лазеры. Я не знаю, видели ли раньше до этого украинцы лазеры, но я прилетал как какой-то инопланетянин из космоса. Это сейчас уже появились все вот эти лазерные шоу и так далее. А теперь представьте себе, 83-й год. Через 6 лет появлюсь на свет я. И тут Дидье приезжает в нашу страну с вот этими всеми лазерами, скафандрами, с этими всеми невероятными постановками и, самое главное, ребята, с электронной музыкой.
Это был не ветер с моря дул, понимаете? Это была электронная музыка невероятного качества. Это синтезаторы, гитары и все на свете, вы понимаете? Для людей это был, это был не то, чтобы шок. Ну, то есть... Et j'ai été obligé de rencontrer le ministre de la Culture. Я тогда должен был встретиться с министром культуры СССР, dans une boîte de nuit, dans un night с которым мы пошли в club. ночной Il y клуб. avait des lasers, parce que pour lui, à cette époque-là, И представьте, министр культуры СССР думал, что лазеры можно увидеть только в фильме «Звездные войны». la guerre des étoiles. Donc je lui ai montré dans un night club. А тут, в ночной клуб, Et on a amené мы привезли с собой le matériel звук, son, свет, lumière, музыкальные инструменты и лазерную установку. les lasers qui n'existaient Конечно, absolument pas. потому что ее тут вообще не было. Pour les Для украинцев и для россиян это было нечто. magique, quoi. Il y avait Магия. quelque chose de magique. Мы делали танки тогда. Танки и ракеты. Танки и ракеты. Наш приоритет был. Voilà. И вот еще интересный такой факт, что вы выступали вначале в скафандре. Non, pas sur scène, mais on a commencé les premiers clips. Не на сцене, Magic но в Five первых était numéro клипах. un dans le monde entier. C'était la première fois qu'un groupe français était numéro 1 dans le monde Впервые француз становился номером один во всем Un мире. contrat avec une maison de disques à ce moment-là, française. И в это время мой продюсер показал в домах, которые выпускают пластинки, мою запись. Prochain Didier Marouani. Он сказал, что это будущее музыки. Fly, А они не поняли. qui est devenu numéro 1 И dans le monde сказали, entier. Ils ont écouté Magic Five, ils disent ça, on n'en veut pas. мы не будем On va это pas le выпускать. sortir. Et moi, je me suis battu avec mon producteur. Он боролся именно с руководителями записывающих компаний, потому что они не видели в этом перспективы. Oui, mais ils veulent pas tuer un contrat. Они не понимали, что это будущее. Ça va pas s'appeler Didier Marouani. Но потом заключили со мной контракт и сказали, это будет группа. Не Дидье Маруани, а группа Parce Space. que tous mes amis musiciens, Почему qui entendaient Space? la démo, Они видели Magic Fly, слышали Magic le Fly. son, on a l'impression que ça vient de l'espace. И они говорили, что это как будто звук из космоса исходит. Que les médias français ne me reconnaissent pas. On va être habillé. Тогда французские медиа, которые меня не знали в лицо, они надели на меня скафандр. И это, можно сказать, был первый маркетинговый ход такой. Одним выстрелом двух зайцев, как у нас говорят. С одной стороны, вы смогли сделать то, что хотели, а с другой стороны, и маркетинг такой невероятный получился. Oui, mais ça n'a pas été fait pour ça. J'ai été obligé que ça s'appelle pas Didier Marouani. Да, но это была вынужденная необходимость. Parce que je tenais. et Я je не мог savais называться Дидье Маруани, я должен был называться qu'il y aurait Space, un immense группа succès, Space. Ce qui a été l'ouverture un petit peu de la musique électronique. Потому что это было начало электронной музыки, люди уже начинали что-то делать в этом направлении. До Space был Том Джеринг и другие. Это начало эпохи синтезаторов. Скажите, ну вот когда в первый раз вам написали и сказали, вот вас приглашают на Гагарин шоу, вы согласились именно из-за того, что у вас есть такая песня «Ура, Гагарин, ура»? Oui, j'ai eu la chance de faire un concert énorme. C'était en Да, мне повезло сделать большой концерт в России. du premier vol de Gagarine. Voilà. Это было 50-летие первого полета в космос Гагарина. 10 ans à l'époque, mais tous les couplets, c'est lui qui les a composés. Et moi, j'ai fait Я le создал refrain. с сыном, которому тогда было лет 10, эту Et песню, voilà, elle fait partie и de- теперь она вошла в наш репертуар. Voilà. Круто. Cool. Скажите, пожалуйста, а вот сегодня во время обеда вы рассказали прекрасную историю о том, как вы давали концерт в Москве, и во время баллады сотрудники КГБ не разрешали людям вставать и аплодировать. Танцевать. Танцевать, да. Можете рассказать немножечко нашему зрителю, как это происходило? Они-то 20-летние молодежь-то не понимают, как это происходило. А вот мы сейчас развеем немножко. Peuvent pas, bien sûr. Bien sûr. Bah, écoutez, les premiers concerts, c'était Первый концерт, 40 тысяч зрителей в Олимпийском. On a fait 8 concerts.
Представляете, полный зал, за 2 месяца до приезда выкуплены все билеты, Et si vous voulez, il y avait и на 40 тысяч зрителей 3000 милиционеров, которые кричали, заставляли людей сесть. Il les faisait asseoir, sadique, sadique. Есть изображение, это все можно найти в интернете. Et donc, les gens, les petites jeunes filles étaient terrorisées, donc elles s'asseyaient. Они кричали «сидеть», и люди сидели. В определенный момент я взял на себя риск и решил, что так не могу больше продолжать. Я решил сыграть рок, какое-то попурри роковое, потому что я думал, что после того, как мы начнем играть роковую музыку, после этого милиционеры не смогут остановить уже людей. Это такая музыка, нельзя усидеть, когда слышишь рок-н-ролл. Вот эти 3000 милиционеров уже не могли ничего сделать. После этого они уже увидели эту фишку. Они готовились за 2-3 дня. Они знали, когда нужно быть готовым. И тогда я сказал, что каждый вечер мы будем менять место вот этого попурри рокового, чтобы милиционеры не могли знать и не могли подготовиться, когда им нужно быть максимально мобилизованными, чтобы усадить всю публику. Мне пришлось вот 6-7 минут играть рок на сцене, чтобы раскрепостить зрителей и помешать милиционерам. Это невероятная история, но вы сегодня рассказывали, что вы, значит, небольшим коллективом собрались в номере и обсудили эту историю, а утром к вам подошел переводчик И говорит, и говорит, а вы собрались очередность менять? Собственно говоря, что вы собираетесь делать? Oui, il y avait que mon équipe en fait. On était quand même 40 parce que notre équipe c'était 40, mais il n'y avait pas un interprète, il n'y avait pas. У нас в команде было 40 человек без личного переводчика. Мы собрались, переводчиков не было, никого не было из принимающих. И я сказал, так, надо что-то сделать. Будем играть попурри, менять порядок, и милиционеры не смогут быть готовыми. На следующий день, когда я спустился в холл, ко мне подошла переводчик и сказала, «Дидье, вы что, собираетесь каждый день менять порядок песен?» Я был удивлен. Я говорю, но Наталья, откуда? Как это возможно? Откуда вы знаете? И она говорит, не могу вам сказать. И тогда я позвал в номер своих режиссеров по звуку. Конечно, мы там прошерстили все, нашли по всему номеру кучу жучков. Получается, что меня слушало КГБ. И поэтому перед тем, как они перережут эти провода, я был уверен, что они слушают меня в этот момент. Я сказал прямо в микрофон. Microphone, fuck you! and they cut the microphone. И мы перерезали провода. Можно сказать, что контрразведка сработала. Контрразведка. Voilà. Mais de temps en temps, il faut savoir ne pas subir. Et В этом турне был 21 концерт, je veux dire, cette tournée a fait 630 000 и 630 тысяч зрителей пришли на эти концерты. complètement fou. Mais de temps en temps, il faut savoir aussi ne pas obéir. Но время от времени иногда я задумывался, что не нужно слепо подчиняться власти, которая несправедливо навязывает вам какие-то вещи. Pour moi, c'était injuste d'avoir été espionné. Comment, de quel droit on peut m'espionner? Et quelque part, je pense qu'on a ouvert un petit peu. И поэтому я думаю, что мы открыли людям отсюда вот эту дверь к свободе. Et qui voient aussi que on ne doit pas obéir aux miliciens. On peut être violent avec. На шоу, которое я делал в Киеве, chose que j'ai faite à Kiev au Palais des Sports. я ударил ногой
одного милиционера, дал пинок ему, потому что не мог терпеть насилие, и я не хотел его терпеть. Там маленькая девочка лет 10 несла 3 цветочка. Как она прошла через охрану, я не знаю. Милиционер схватил ее и бросил на землю. А я в это время играл. Я поднялся и пнул его ногой. Он упал. И я на весь дворец спорта сказал, что я здесь приехал не ради насилия. Она несла мне цветы, что бы произошло, если бы она их подарила. Я понимаю, что для нее это очень важно было пройти и подарить эти цветы. И таким образом я ответил на насилие против этой девочки. Я думаю, это очень важно было. Все зрители встали и 20 минут аплодировали. Марани! Марани! В какой-то степени я хотел сказать, что Пришли к нам тут. Спасибо. Спасибо. Дякую. я хотел сказать, что я вот человек, вот 2 руки у меня, 2 ноги, 1 голова, вот я такой человек, могу дать пинок милиционеру, потому что он был несправедлив и неправ. Наверное, это такая дверца к свободе сознания, которая немного была после этого приоткрыта. За ваш поступок. Это факт. Во-первых, я хочу сказать, что этот милиционер до сих пор, скорее всего, хранит вот этот, значит, тулуп с отпечатком вашей ноги. Надеюсь, что да. И с моим ДНК тоже. Ему на память. Собственно говоря, это... Кажется, что вы чай пьете, но нет, я всем расскажу, что это коньяк. Естественно. No, it's a joke. Наши зрители знают, что это не коньяк. Шутят, это виски, конечно, какой коньяк. В том посыле, который вы только что озвучили, собственно говоря, и кроется причина, по которой вы с нами сегодня. Потому что вот эти истории, они пронизаны духом либертарианства. Свобода. Абсолютно так. И мне повезло иметь такую верную публику, что даже сегодня, через 35 лет, и если быть точным, 43 года после образования группы, где бы я ни был на концертах в Одессе, в Москве или в Армении, меня слушает 3-е поколение после тех, кто в 83-м году был на концерте. Они это вспоминают. Их дети, которым они ставили музыку. Они передали музыку своим детям, и внуки продолжают передавать эту музыку своему поколению. И для артиста иметь 3 поколения среди своих поклонников — это невероятно. Это невероятно. Это безумие. За вас, Дидье. За вас. На здоровье. Индустрия блокчейн и криптовалюты как таковые появились, опять же, в рамках вот этого посыла идеи либертарианства и свободы, когда мы можем хранить ценности, когда мы можем передавать ценности без государства и без вот этого полицейского. Если это моя, так моя. То есть мы сами владельцы своего имущества, нажитого нашим трудом. И новое поколение, вот те ребята, о которых мы сегодня говорили, которым 15 или 20 лет, вот они все про это. Они все про то, чтобы быть свободными. Да. И вот сегодня, собственно говоря, как раз вот Дидье говорит про несколько поколений, да, и вот, безусловно, вот те вещи, которые делал Дидье, пробивая вот эти стены, донося вот эту свободу, свободолюбие, космос. Вы представляете, он привез историю про космос не в Америку, ребята. Он привез историю про космос в СССР.
Где космос зародился. Где были вот эти ребята-КГБшники, где были закрыты все двери и окна, решетки и полицейских, 3000 человек в концертном зале. На 40 тысяч. На 40 тысяч человек 3000. Вот. И, соответственно, именно благодаря таким людям, как Дидье, мы с вами сегодня можем говорить о развитии технологий, о появлении каких-то инновационных решений и путей. Потому что именно музыка и именно такие люди, как Дидье, дают нам мотивацию двигаться вперед, дают нам мотивацию развиваться. Вот. Поэтому, собственно говоря, мы сегодня будем обсуждать именно с Дидье, именно с вот этим его либертарианским духом, духом свободы, духом справедливости, мы будем обсуждать новости криптовалют. Стандартный наш вопрос. Что вы слышали о криптовалютах и блокчейне, и как-то вы с ними связаны или нет? Конечно, я слышал. Я в это глубоко верю. Я считаю, что в какой-то момент, максимум через 5-10 лет, наличные деньги перестанут существовать. Будут только кредитные карты, возможно, криптовалюта. Криптовалюта вначале тоже была связана с большими рисками. Но она стала очень важной во всем мире. Autant à un certain moment c'est monté et puis c'est redescendu, mais c'est en train de remonter. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin par exemple est en train de remonter. Сейчас кризис, и мы видим рост криптовалют. Да. Потому что люди видят в этом какое-то убежище. Они хотят сохранить свои сбережения, они в это верят. Они не верят чему-то официальному. Я вам говорил о своем сыне, который участвовал в одном стартапе. Он присоединился к своему другу. И они создали программу моментальной, мгновенной оплаты, называется Лидия. Она существует сейчас. Оплата происходит в доли секунды. Надо выбрать сумму, выбрать кому, оплатить. И нажимаете «Оплатить». Скажите, вот многие звезды очень негативно там относятся к своим кумирам, ну, неофициально, да, вот к ним подходят там на улице, к своим фанатам, да. Вот на улице подходят, просят сфотографироваться, подписать. Как вы реагируете? То есть вы считаете, что это ваше личное пространство, или вы, наоборот, счастливы, что вас узнают, к вам подходят, слушают вашу музыку? То есть, знаете, есть два типажа, такие, которые открытые, а есть чуть-чуть, которые закрытые. Я считаю, что это вознаграждение для любого артиста. Конечно, иногда тяжело, ты находишься в ресторане с друзьями, тебе неудобно, когда тебя прерывают. Но ты должен понимать, что ты артист, и без публики ты никто. Я решил в какой-то момент, что для публики я всегда открыт. На сцене концерт длится 2,5 часа, и я считаю, что это обязательство. Но это также и обязанность. Час провести после концерта и подписать фотографию. Люди заплатили деньги, люди верны тебе. Уже 40 лет прошло, а люди верны, и мне несложно подписать ему фотографию. Сейчас у людей все фотографии с мобильника, а раньше один человек, который фотографировал на свой аппарат, и это было так мило. Я считаю, что это должно всем нравиться. Мне приятно слышать, когда люди говорят: «Мне нравится ваша музыка, я вырос на ваших песнях». Моя реакция, как если бы я это слышал в первый раз. Каждый раз, как в первый раз. Я считаю, что публику надо любить, они верны, и мы существуем только благодаря публике. Очень круто. Однозначно, однозначно. Я считаю, что, опять же, вот то, о чем говорит Глеб, я неоднократно наблюдал там тех или иных звезд,
Наших или... Ну, и не только наших, на самом-то деле. Их фанаты подходят к ним с просьбой оставить автограф, а они от них отворачиваются, как будто их не существует. А знаете, все в чем заключается весь вопрос? Так. C'est horrible. C'est А horrible. я вам Moi, объясню. je peux vous dire, je peux vous dire que j'ai amené non seulement ma А femme, я вам могу сказать, mais что практически les на trois всех enfants, концертах была моя жена pratiquement и tous мои les дети. concerts que j'ai donnés, ils ont toujours été là, donc toujours auprès de moi. Потому что турне — Parce que это c'est vrai очень que тяжело. tourner, c'est très difficile. Можно легко потерять On a la голову. tête un petit peu, et moi, d'être avec ma femme et mes А тут enfants, жена и дети. ça me garde les pieds. Жена молодец. Жена les молодец. pieds И именно жена и дети позволяют мне держать голову где-то на небесах, а ногами стоять на земле. Et ils ont partagé des moments И именно с ними я разделил эти невероятные моменты успеха. Et je veux dire, si une autre femme vient pour demander Отворачиваться от поклонников? des choses, c'est pas de lui tourner le Я dos. считаю, таким артистам нужно менять профессию. Change de métier. От поклонниц. Oui, oui. Когда человек оставляет после себя невероятный след в истории, в нескольких поколениях, когда человек легенда, он легенда во всем. И в том, что он делает, и в том, как он относится к окружающим, в том, как он относится к людям, к своим близким, к своим фанам. Вот он такой во всем. И именно поэтому он и становится вот той легендой, о которой будут говорить, поверьте мне, 100-300 лет пройдет, и все будут это вспоминать и об этом говорить. Именно потому, что вот вы весь такой. Pas d'esprit, hein, pas simple d'esprit. Я простой человек, но не такой простоватый. C'est une expression française. Это очень важно. Да. Спасибо, что сделали краткий экскурс в вашу жизнь. Теперь перейдем к новостям. Может быть, давайте сделаем маленький перекур? Давайте сделаем маленький. Allumez une cigarette. Oui. Why not? Why not? I never try. Собственно говоря, и прежде чем мы перейдем к нашей постоянной рубрике «Новости», еще одна история от нашего гостя. Деталечка, петелечка. Ребята, просто вдумайтесь, насколько масштабное действие произошло. Сейчас нам Дидье расскажет нам историю, связанную с Международной космической станцией. Есть у вас такая история? В арсенале. Oui, absolument. C'est une histoire magnifique, elle est magique. Конечно, прекрасная Je suis история. en train de préparer le premier opéra spatial. Donc je décide, Space Opera, voilà, ok. В 1987 году я готовил первую космическую оперу и не знал, что туда включить. Et j'ai pris les chœurs de la Я взял хор, русский хор Александрова, который был в то время очень популярен, Et и я смешал его с хором университета Гарварда. Et ça, c'était pendant la guerre froide, en 87. Donc, j'ai écrit une lettre à M. Gorbatchev. Я написал письмо господину Горбачеву, Prochain projet, c'est сказал, что у меня есть проект, spatial, первая космическая qui va réunir опера, les deux puissances qui ont le и plus думаю, что travaillé. наши две страны могут вместе работать над развитием проекта. Et donc, j'envoie ça via l'ambassadeur russe à Paris, qui envoie ça à M. Gorbatchev. Par И дипломатической почтой посол отправлял это письмо Горбачеву. 7 jours après, me répond en me félicitant pour le projet. En me И я disant, получил ответ. même pendant cette période qui est la В период холодной войны, la guerre froide, разгар даже, можно сказать, URSS, в то время я получил ответ, в котором меня поздравляли. Ce projet qui est formidable. Et il m'écrit ça, il répond ça à l'ambassade У russe. меня есть письмо от Горбачева, который желает успеха в этом проекте. Et donc j'ai une lettre de M. Gorbatchev me félicitant et me souhaitant tout le succès. Et fort de ça, je suis parti à Moscou. J'ai provoqué des rendez-vous avec Я приехал в Москву на встречу с министром Роскосмоса, чтобы закончить первую космическую оперу. У меня есть хор Александрова, хор Гарвардского университета. Voici la lettre que j'ai envoyée à M. Gorbatchev, voici sa réponse.
Et j'aimerais que vous fassiez quelque chose. Я написал Vous письмо envoyez Горбачеву. le premier opéra spatial Сделайте dans что-то. la station Mir. Помогите мне, чтобы Que послать ce soit эту joué оперу на depuis la космическую station станцию Mir. «Мир», Un duplex avec На Paris. космическую станцию. On a fait un чтобы duplex это сыграли diffusé avec le оттуда. cosmonaute. Et je leur ai dit, ce serait formidable qu'au bout de 2 mois, vous satellisiez. Donc j'avais amené le premier lecteur de CD И через 2 месяца avec 2 enceintes я привез маленький такой CD-плеер. et le CD à l'intérieur. Ils m'ont donné Внутри был rendez-vous pour faire la диск, remise и у меня officielle была aux официальная cosmonautes встреча с qui partent en космонавтами, mission dans la station Mir. Je leur ai donné. Et 2 чтобы mois я après, передал этот диск им. on avait fait la liaison. Потом была спутниковая связь между Францией и станцией «Мир». Et 2 mois après, ils m'ont envoyé une réponse. Мне сказали, что Ça a été вчера satellisé композиция hier. отправилась на «Мир». L'album de Space И она Opera, крутится le над premier нами. opéra spatial, depuis 1987. Она уже сделала круг над Землей. Voilà, c'est des Это histoires пример, folles. когда Mais хорошая ce qui идея est может hyper реализоваться. important, c'est que quand on a des Кто idées, мог подумать, что это et qu'on peut возможно? se donner les moyens de réussir, il faut y croire jusqu'au bout parce que c'est extraordinaire de tenter ça. Moi, mon papa, quand je lui ai expliqué, il est venu avec moi à Moscou, il m'a dit, mais tu es fou, chérie. Любой человек в те годы сказал бы, что это за бредовая идея. Он сумасшедший, да? Да. J'ai une notoriété ici, Да, je suis да, en train да. de faire quelque chose, je veux faire Что quelque вы chose qui n'a курите? jamais- У меня есть известность, и я пытаюсь сделать то, чего раньше никто не делал. Меня тогда обняли и сказали «Браво». Это невероятно. Это вообще... Браво, просто браво. Ребята, а у вас у кого-нибудь космическая опера на МКС попадала? Скажите просто в комментариях. То есть, когда у нас будут какие-то действительно сумасшедшие идеи мирового масштаба, мы знаем, кому писать, звонить. Appelez- Позвоните мне, Вы в наберите теме, меня. Да, вы в теме, все. Ну что же, друзья, переходим к нашей рубрике, собственно говоря, новости, ради чего мы здесь собрались. Банк Франции. Частные компании не должны выпускать криптовалюты, как сообщает РБК.ру. Выпуском криптовалют должны заниматься центробанки, а не частные компании, уверен глава Банка Франции Франсуа Вильеруа де Галло. Он пояснил, что сейчас люди все больше отказываются от наличных, поэтому необходимо выпустить новый вид активов. По его мнению, деньги не могут быть частными, так как являются общественным благом. Сразу у меня комментарий на этот счет. Франсуа Вильеруа говорит, деньги – общественное благо, но печатает их только Центробанк. Значит ли это, что мы можем прийти к дверям Центробанка и сказать, Чуть-чуть напечатайте. передайте немножечко, пожалуйста? А то у меня закончились. Дидье, что вы скажете на этот счет? C'est compliqué, ça Это очень dépasse тяжело. mes compétences. Je veux dire, j'ai une opinion sur... Не в моей компетенции тема криптовалют. Кто должен выпускать, это не мне решать. Думаю, что криптовалюта сейчас становится все более и более популярной, и это факт. И в той или иной мере она будет развиваться. А вот как вы считаете, вот не юлит ли Франсуа Вильеруа, когда говорит о том, что текущие, значит, выпускаемые Центробанком деньги являются общественными? C'est un petit peu bizarre, oui. C'est un Странное petit peu bizarre, заявление, parce que l'argent конечно. public, dans ce cas-là, on peut... Абсолютно. Moi, quand je rentre à Paris, je vais aller à la Banque centrale en disant imprimez-moi... Когда вернусь в Париж, пойду в Центробанк и скажу, ну, если общественное, дайте мне мое тоже. Немножечко. Je ne suis pas sur scène cette fois-ci. Je fais partie du public. Здравствуйте, Вильеруа. Где мои общественные деньги? Вы тут говорили, что и мне что-то есть. Вы знаете, Вильеруа, мне много не нужно. Отдайте мне мое. Non. Да, несколько миллионов, пожалуйста. У меня 3 детей и внуки. 5, 7, 40 миллионов. Но здесь, собственно, все понятно. Вильеруа, конечно, молодец. Но все же криптовалюты идут своим путем, и пока что они Но- не задают вопросы Центробанкам. Дидье с ним разберется. Все. Дидье разберется с Вильеруа. Специальный агент криптовалюты Дидье Маруани. Je vais prendre rendez-vous Это не avec совсем ко мне. Je vais lui parler.
Франция готовит удар по Apple и другим американским компаниям. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр раскритиковал доминантное положение американских компаний на европейском рынке. В частности, он недоволен Apple. Ле Мэр призвал создать больше крупных компаний в Европе, которые могли бы конкурировать с американскими производителями. Министр отметил, что компании из США нечестно ведут бизнес, разрабатывая стратегии, которые заставляют людей пользоваться только их сервисами. Mais attendez, on est en train de parler d'entreprises comme Ну, мы же говорим Apple, сейчас о компаниях типа Google или Apple. qui sont au sommet, qui ont Уже все изобретено. beaucoup de choses, les téléphones Телефоны portables, — Apple est это une достояние compagnie мира. extraordinaire. Maintenant, qui est А des ошибки, fautes которые qui были ont été сделаны, faites, это c'est ошибки la faute du правительства. gouvernement. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, j'estime, Это, допустим, не моя профессия, но я считаю, что любая компания, которая продает товар, должна платить налог во Франции, в той стране, где она продает, а не в офшорах каких-то, из-за того, что там есть налоговый рай или скидки какие-то. А если вы продаете во Франции, оплатите, пожалуйста, налог во Франции, а не где-то там. À Jersey ou Guernesey, qui sont des paradis fiscaux. Maintenant, concurrencer, bah oui, mais est-ce que nous, Конкурировать? on a la possibilité Да, de но concurrencer Apple? есть ли у нас возможность Si on avait конкурировать la с Apple? possibilité, des sociétés auraient fleuri, auraient Не думаю. concurrencé Apple. Если бы Personne была, ne мы бы concurrence конкурировали. Apple aujourd'hui. C'est devenu une entreprise phénoménale avec des visionnaires. Это феноменальная компания, провидец. Они изначально видели будущее. И в то время у людей были революционные мысли и идеи. И это сейчас самая крупная компания, которая котируется на бирже. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр недоволен доминантным положением Apple на европейском рынке. А его коллега из Соединенных Штатов Америки мог бы ему сказать: а нам не нравится, что ваши машины, значит, уничтожили наш автопром. Mais bien sûr. Non, mais les positions Доминантные позиции имеют невероятно классные компании, которые изменили жизнь людей по всему миру. И если бы были французские компании, которые взяли доминантные позиции, это было бы классно. Я не думаю, что это глупость какая-то. Дидье, а какие компании вы могли бы отметить как доминантные, вот французские компании? Фармацевтические компании, например, французские исследователи, у них очень хорошая репутация. Если фармацевтической лаборатории удастся сейчас найти вакцину от коронавируса, Un laboratoire pharmaceutique, par exemple, arrive à trouver aujourd'hui le vaccin contre le coronavirus. миллиарды долларов на кону. Des milliards de doses. Может быть, оденем маски? Они заработают миллиарды. Des milliards de... И что господин Лемьер, что он может сказать? Qu'est-ce que monsieur le maire peut faire contre? Если Франция может предложить что-то доминирующее, хорошо. Et puis, Apple en a certaines, Google en a d'autres. La seule chose, Единственное, что важно, le paiement des impôts это платежи налога, Et c'est là où l'Europe которые devrait должны s'unir. осуществляться по L'Europe месту entière, продажи товара. Parce qu'on se demande à quoi elle sert de temps en temps, et qu'elle impose Там, где de продаешь, chaque vente, de chaque там плати grand налог. GAFA ou Вот это Apple важно. ou autre, Продажа soit каждого payée аппарата dans le или pays телефона où ça a été fait. нужно платить Maintenant, налог в той parlons стране, где ты du продаешь. coronavirus et des travaux При этом надо ценить phénoménaux огромную qui sont en train работу d'être американцев, faits par les французов Français, par les в разных Américains. областях. Россияне где-то там, может быть, если поискать тоже. Но я бы аплодировал людям, которые найдут вакцину. Сейчас я вам передам вот эти маски, можете надеть их, показать зрителю, Спасибо, спасибо. потому что таким образом вы увидите, что Space вас защитит. Мы только что выпустили такую маску с логотипом Space. Значит, это маска, изготовлена на 97% из катона и на 3% из эластана. И я еще хотел спросить, а Бруно Ле Мэр, он давно уже министр финансов? Мне кажется, что... Space... я извиняюсь, это нормально.
Space защитит нас. Absolument. Сеть из 15 тысяч точек доставки еды во Франции начала принимать биткоины, как сообщает Forklog. Сеть ресторанов по доставке еды Just Eat во Франции начала принимать биткоины. Соответствующий пункт появился в вариантах оплаты заказа. Провайдером платежей является криптовалютный процессинговый сервис BitPay. Дидье, вы пользовались услугами Just Eat? Non, mais je connais le nom, oui. Нет, но название это знаю, да. А, популярная она, да? Это новая компания. Она сейчас развивается. Но нам повезло, что мы сами умеем хорошо готовить, и у нас высокая кухня. И поэтому доставкой на дом мы не сильно пользуемся. Мы предпочитаем сами готовить красиво. Наверное, только молодежь, да, пользуется? А что вы готовите, Дидье, дома? Ты можешь мне хоть раз дать сказать? Да, Ну, конечно, ты же достал, на честно. все. Он никогда не дает сказать, просто он уже достал. Ну, ужас какой-то. Невозможно с ним вести передачу. Наденьте маски. Да, одень-две маски и молчи, на. Allez, mets ton masque. Метамаск есть такой кошелек, кстати, да. Нет, все, говори, Говори. Давай. я сказал все. Теперь А что ты сказал? Говори, чувак. я уже сказал все. Ты можешь повторить? Я сказал все, уже повторили, все же все перевели. Ну, значит, я скажу. Так вот, а что вы готовите, Дидье? Moi, je cuisine certaines choses qui viennent de la Côte d'Azur, parce que je suis né à Monaco. Я часто готовлю блюда средиземноморской кухни, поскольку я родился в Монако. Так что вся прованская кухня моя. Я относительно хорошо готовлю тушеное мясо по-провански. Кусочки мяса маринуются 2 дня в вине, потом тушатся. Еще я люблю готовить луковый пирог, который называется писаладьер, или прованская пицца. Иногда мне нравится уединиться где-нибудь. Сейчас, правда, меньше, потому что у меня много работы. Но приготовление пищи — это такая возможность побыть самому, уединиться от шумного мира. Тогда я встаю из-за рояля, иду на кухню и пытаюсь что-то приготовить. Ну, а утром вот такое по-быстренькому что-нибудь? Moi, je ne prends que du café le matin. Утром я только кофе пью. Seulement café. И сигарет. Non. Oui, après une cigarette. Ну да, Mais после j'aime bien сигареты. de temps en temps quand je suis à l'hôtel ou quand Ну, je suis если dehors, что-то j'aime bien нужно, faire ну, des œufs яичницу. au plat, voilà. Mais je Я mange предпочитаю обедать и ужинать. préfère manger Какую-нибудь le яичницу. midi et le soir. Я обожаю глазунью. Glazunous. Глазунью. Je me souviens en 1983, j'avais Я помню, в 83-м году caviar, икра. так много ели этой икры, And after a week, I said, и после этого в один прекрасный момент я сказал: au plat, je veux «Хочу des œufs au plat». яичницу. Et j'ai demandé, comment Дайте ça мне s'appelle, des œufs au яичницу. plat? Et on m'a dit, Глазунью. glazunous. And I remember asking, I would like some glazunous. Okay? А украинская кухня вам нравится? Вот вы кушали вот что-нибудь из национальной еды украинской? Bien sûr. Борщ. Bien Конечно, да. C'est Борщ. pas qu'ukrainien, le borщ. Борщ — это не только украинская еда. Это украинская. Non. Ну, пошло из Украины. Да, очень люблю украинскую кухню. Вообще люблю для себя открывать новые кухни. Я для себя когда-то узбекскую кухню открыл. Невероятно классная. Невероятная кухня. Плов. Невероятно. Плов, да, плов. Невероятно, да. Глеб, ты прости меня. Во Франции предложили запретить анонимные криптовалюты. Президент финансового комитета Национальной ассамблеи Франции Эрик Ворт считает, что необходимо запретить торговлю и распространение криптовалют, которые созданы для обеспечения полной анонимности за счет невозможности идентификации. Он сообщил: «Мы должны знать о проблемах, которые могут возникнуть с криптовалютами с точки зрения мошенничества, уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и потребления энергии». Ну, видимо, президент финансового комитета не понимает, что криптовалюты несут в себе, в принципе, анонимность.
получается, он тоже хочет, чтобы анонимность стала антианонимной, открытой. Qu'est-ce que je suis content de faire de la musique? Мне так нравится заниматься музыкой, C'est beaucoup plus simple. потому что здесь все намного проще. Chacun essaye de prendre, de Это все политика. casser l'autre. Je veux dire, c'est- Каждый пытается что-то нарушить, Moi, что-то je suis взять quelqu'un de себе, politique. урвать. Je peux avoir mes idées. Bien sûr, j'ai mes idées. Mais c'est Они tellement тащат compliqué. Ils скатерть на essaient de себя. tirer la couverture à eux. Et ça, on va pas le faire. Et ça. Moi, c'est pas mon métier. Je suis tellement heureux que ce soit pas mon Я métier. так рад, что я вообще этим не Il занимаюсь, faut certainement qu'il y a des choses qui disent qui sont что это не моя Il ne профессия. faut pas généraliser non plus. Et je veux dire, aujourd'hui, on est face à... И понять, где правда, а где нет, тоже et может je тяжело. veux dire, ils pourront rien faire. Ils pourront Все равно, в любом случае, они ничего не смогут сделать против криптовалюты. Не à смогут. l'Assemblée nationale dans 6 mois ou Потому dans что 8 это mois, развитие, это естественное развитие вещей. И в определенный момент они должны понимать, что она будет que ce существовать. soit régi et qu'il y ait des règles pour Возможно, можно какие-то правила устанавливать, que les но gens люди s'en должны servent, иметь возможность certainement, пользоваться et qu'elles soient этим. appliquées. Безусловно, потому что это эволюция. Oui, Да. absolument, c'est une évolution. Да, абсолютная эволюция. Il y aura toujours des gens qui vont freiner. И всегда будут люди, которые будут пытаться тормозить, быть тормозом этой эволюции. C'est aux gens, justement, de montrer leur indépendance par leur Люди должны idée, показать par leur независимость création. благодаря своим идеям, Intelligents. творениям. Ces gens-là sont quand même intelligents. Но некоторые люди, да, пытаются показать свою силу, мощь, власть и остановить развитие. Но, как мы знаем, жернова перемолят, значит, тех, кто пытается остановить эволюцию. Absolument. И вознаграждение получат те, кто пытаются создать что-то новое. La prime aux gens qui Пионеры. vont découvrir des choses. Это будет parce que c'est- вечная хвала c'est la молодым continuation de компаниям. vie, et on a besoin de tous les jeunes créateurs qui créent des Я entreprises. мечтаю, чтобы во Франции была какая-то компания, которая бы заняла лидирующие позиции в мире, чтобы какие-то гении создали эту новую компанию во Франции, Украине, неважно Si где, c'était des génies quelque part, bah, on n'a pas des génies. чтобы dans появились tous les domaines, новые творения. soit en France, en Ukraine, en Russie, enfin partout. quoi. Вы знаете, для меня на самом-то деле большое откровение, когда, например, во Франции такие компании появляются редко. Потому что во Франции есть все условия для того, чтобы молодежь развивалась и шла вперед. На этот счет у меня есть и другая точка зрения. Вот очень часто я слышу в Украине, например, да, или в России, что у нас нет возможности развиваться для молодежи. А во Франции есть. А что мы видим? И там не появляются вот эти грандиозные мировые компании. Это говорит о чем? О том, что вот эти триггеры, вот эти лидеры появляются, не выбирая страну. Они просто появляются. Где-то появился великий композитор, где-то родился великий художник. Для них нет границ, нет барьеров. Они просто появляются там, где они должны были появиться, и начинают творить. Oui, oui, Ну mais вот ça, вы же c'est великий l'art. французский проект, получается. Oui, mais l'art, Да, но искусство экспортируется, la musique, а c'est особенно le langage музыка. du monde. Все говорят о музыке как о первом языке. Да. C'est le Когда вы problème, смотрите regarde. картину, Ok, l'art, quand vous regardez une peinture, c'est, je veux dire, l'artiste a cette chance extraordinaire. у артиста есть уникальный шанс разрушить барьеры. Frontière pour un artiste. Да. Regardez, Для него барьеров j'ai eu la нет. chance, moi, avec Space, Мне повезло, faire de la musique мне и orchestrale, Space, sans paroles. играть Il y a музыку quelques без chansons слов, qui sont chantées просто en anglais, музыку. mais le reste, На 90% c'est de la musique это оркестровая музыка, Ça a franchi toutes les frontières du monde. Оркестровая музыка, да. и это невероятно. Это невероятно. Дидье, мы преклоняемся перед вашим талантом, перед вашими достижениями. Я, честно говоря, до сих пор не верю, что вы находитесь здесь с нами сегодня в этой студии. Вот. И, как мне когда-то сказал мой хороший близкий товарищ, старший, ты обязан впитывать и поглощать информацию и опыт успешных и взрослых людей, которые находятся в твоем окружении. И я безумно рад, что мне удалось на моем молодом веку услышать столько невероятных историй о вашем опыте покорения мировых чартов и вершин. И то, что вообще все возможно, и нужно только Вот. идти вперед, верить и знать, что если ты делаешь правильные вещи, то они получат отзыв и с той стороны. Главное делать.
и не стоять на месте, да. Спасибо Tout большое. à fait. Дякую. Ну что же, друзья, 12-й выпуск не исключение. И в этом выпуске тоже будет подарок. Подарок от легенды, подарок от нашего друга Дидье. Сегодня он нам исполнит свою песню «Magic Fly». Yes. Yes!